Глава 1671. Обмен. А. Не мог бы ты подробнее рассказать об этом, брат Сюй? Хань Ли посмотрел на мальчика со слегка удивленным взглядом. Конечно, могу. По правде говоря, у меня не так много прямых потомков по прямой линии, и Сянер — единственный из моих младших, на кого стоит обратить внимание. Я не хочу хвастаться, но способности моего младшего к культивации весьма выдающиеся, даже в контексте всей облачной расы. Он должен быть в состоянии стать высшей расой менее чем за столетие. По доброжелательности в глазах эксцентрика Сюй, когда он смотрел на мальчика, было совершенно очевидно, что он очень высоко ценил мальчика. «Ты слишком добрый, прадедушка. У меня совсем обычные способности, которыми нечего хвастаться», — поспешно сказал мальчик. «Ха-ха, ты уже достиг этого уровня культивации раньше 20 лет. Твои способности даже намного превосходят мои, так что же тут скромного?» Эксцентрик Сюй от души рассмеялся в ответ. «Твой младший действительно обладает поразительным талантом», — с улыбкой вмешался и Хань Ли. Мальчику оставалось только молчать со смущенным румянцем. Затем восхищенное выражение эксцентрика Сюи исчезло, и он сказал тяжелым голосом: «Вообще говоря, этот мой младший вполне может подняться до еще больших высот, чем я, в будущем, но, к сожалению, в его теле есть врожденный недостаток, который ставит его будущие успехи в культивации под сомнение». Глаза Хань Ли вспыхнули, когда он услышал это, но он ничего не сказал в ответ, поскольку знал, что объяснение определенно придет. Как и ожидалось, после короткой паузы эксцентрик Сюй продолжил. Он обладает выдающимися способностями, но некоторые проблемы возникли при его культивации его связанного облачного зверя. Его нужно было вырастить давно, но он застрял на последних шагах и не может, чтобы по-настоящему проявить его. Согласно прошлому опыту, естественно, чем раньше вырастешь своего связанного облачного зверя, тем лучше. В противном случае его силы и дальнейшее развитие культивации могут быть затруднены. Вот почему я решил прийти к тебе, брат Хань. Не уверен, что понимаю, в чем тут связь, недоуменно сказал Хань Ли. Это действительно довольно сложно. Проще говоря, я непреднамеренно обнаружил, что первозданная мирская ци, которую я извлек из явления несколько дней назад, может помочь моему младшему в проявлении его связанного облачного зверя. Однако я уже использовал большую часть ци, которую собрал ранее, а оставшегося количества недостаточно для его использования. Поэтому я пришел к тебе в надежде, что ты, возможно, сможешь воспроизвести это явление. Эксцентрик Сюй наконец раскрыл цель своего визита. Если первозданная мирская ци полезна твоему младшему, то я уверен, что ты смог бы собрать и сам. Зачем тебе нужен именно я? Спокойно спросил Хань Ли. Я уже провел несколько экспериментов и обнаружил, что первозданная мирская ци обычного мира совершенно неэффективна в оказании помощи моему младшему в проявлении его связанного облачного зверя, а первозданная мирская ци, собранная с помощью вызванного тобой явления, обладает чем-то особенным, что выходит за рамки моего понимания. Возможно, только эта особенная вещь сможет помочь Сянер, довольно мрачно ответил эксцентрик Сюй. Я понимаю, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Он, естественно, хорошо осознавал, что так называемый феномен, произошедший несколько дней назад, был создан рассеиванием частицы эссенции истинного Кирина, поэтому неудивительно, что собранная ци отличалась от обычной. Тем не менее, для него действительно было большой неожиданностью, что этот особый тип первозданной мирской ци был полезен облачным существам в проявлении их связанных облачных зверей. Я пришел сюда в надежде, что ты сможешь вызвать больше подобной ци, что и в прошлый раз. Если ты сможешь это сделать, я обязательно щедро награжу тебя за твои усилия, сказал эксцентрик Сюй с надеждой на лице. Дело не в том, что я не хочу тебе помогать, просто это не то, чего я могу с легкостью сделать, нерешительно ответил Хань Ли. Эссенция истинного Кирина была чрезвычайно ценным веществом, и хотя он не мог ее очистить, она все равно была бы чрезвычайно полезна для зверя плачущей души, поэтому он, естественно, не хотел извлекать больше частиц без уважительной причины. В конце концов, даже при том, что в теле зверя плачущей души было много таких частиц, кто мог сказать, что из-за недостатка одной частицы его зверь не сможет эволюционировать? Хань Ли определенно не хотел помогать чужеземному существу,
которого он только что встретил за счет своего духовного зверя. Сердце эксцентрика Сюи слегка дрогнуло от слов Ханли, но он сказал: «Есть ли какие-то трудности, о которых ты не можешь рассказать, брат Хань? Это чрезвычайно важный вопрос для меня, поэтому я готов предложить тебе столько духовных камней, сколько потребуется». После долгой паузы Хань Ли нахмурился и объяснил: «Это не та проблема, которую можно решить с помощью духовных камней. По правде говоря, явление, которое я создал в прошлый раз, не было результатом секретной техники или искусства культивации, которое я использую. Вместо этого мне пришлось использовать одноразовое сокровище, чтобы вызвать этот феномен. Что касается именно того, что это за сокровище, я не могу этого сказать. Однако я уверен, что ты можешь представить, насколько драгоценно это сокровище, раз оно может вызвать такой феномен. На данный момент у меня в руках не так много из этих сокровищ, и я очень не хочу с ними расставаться. Одноразовое сокровище. Услышав это, выражение лица эксцентрика Сюэ изменилось. В самом деле. Вдобавок ко всему, это сокровище чрезвычайно полезно для меня, и я не желаю обменивать его на какое-либо количество духовных камней, продолжил Хань Ли довольно извиняющимся тоном. Если это одноразовое сокровище, то действительно имеет смысл, что ты не готов обменивать его на духовные камни. Но опять же, независимо от того, насколько драгоценно сокровище, у него есть своя цена. У меня есть коллекция драгоценных камней и сокровищ, и я могу обменять сокровище равной ценности на одноразовое сокровище, о котором ты говоришь. Эксцентрик Сюй не собирался сдаваться. Обмен. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он услышал это, и, похоже, это предложение его действительно привлекло. При виде реакции Хань Ли эксцентрик Сюй понял, что у него есть шанс, и был в восторге, когда немедленно провел рукавом по столу перед ним. Вспыхнула красная вспышка, и на столе внезапно появились 7 или 8 нефритовых коробок разного размера. Эти предметы — самые ценные сокровища в моей коллекции, и 2 из них — сокровища, за получение которых я почти отдал свою жизнь. Ты можешь взглянуть на них, а затем выбрать любое, что тебе приглянется, откровенно пообещал эксцентрик Сюй. Услышав это, Хань Ли улыбнулся и бросил взгляд на нефритовые коробки на столе, когда в его голове быстро промелькнула серия мыслей. Этот эксцентрик Сюй был на пике стадии пространственного закаливания, и он также был облачным существом, который казался весьма могущественным. Таким образом, наиболее ценные сокровища из его коллекции, скорее всего, были действительно ценными. Однако он также обладал множеством поразительных сокровищ, в том числе 2 высшими небесными сокровищами, о которых даже существа на стадии интеграции тела не осмелились бы мечтать. Следовательно, он на самом деле не очень надеялся, что здесь будет что-то, что могло бы его соблазнить. В любом случае, если он не увидит то, что ему действительно нужно, он не пойдет на обмен. Несмотря на это, Хань Ли все равно улыбнулся, сказав: «В таком случае для меня было бы честью увидеть эти предметы среди твоей коллекции». Он поднял руку и сделал хватательное движение, когда говорил, после чего огненно-красный нефритовый ящик вылетел из-за стола и был втянут в его руки. Хань Ли приподнял бровь, когда почувствовал палящую ауру, исходящую от нефритового ящика, и не осмелился отнестись к этому легкомысленно, когда вызвал в воображении слой духовного света, чтобы защитить свою руку. В то же время он щелкнул пальцем другой руки по нефритовой шкатулке, и крышка отлетела сама собой. Пылающая аура немедленно вырвалась изнутри в неистовстве, и температура во всем зале резко поднялась. Синий свет промелькнул в глазах Хань Ли, и он сразу определил, что предмет в коробке — белое яйцо размером с обычное яйцо. Однако по всей его поверхности были красные узоры, и от него исходил мерцающий красный свет, который постоянно увеличивался и уменьшался. «Что это?» — спросил Хань Ли, когда в его глазах промелькнула тень удивления. Он чувствовал, что это яйцо обладает довольно мощной аурой, но, естественно, не мог сказать, какому типу зверя принадлежит это яйцо. «У тебя глаз алмаз, брат Хань. Ты выбрал единственное духовное яйцо среди этих сокровищ. Это яйцо чрезвычайно редкой первопламенной бабочки, которую я убил в мире лавы глубоко под землей. Силы элемента огня этой бабочки не хуже моих,
и я потратил целый год на то, чтобы устроить для него ловушку, прежде чем я наконец смог ее убить. Я уверен, что если ты будешь осторожно выращивать это яйцо, оно вылупится в фантастический духовный зверь. Если бы у меня не было уже связанного облачного зверя, из-за которого я не мог отвлечь мое внимание на других духовных зверей, возможно, я бы давно вылупился из этого яйца, сказал с улыбкой эксцентрик Сюэ. То, что эта бабочка обладает способностями элемента огня, сравнимыми с твоими, делает ее весьма необычным существом. К сожалению, у меня уже есть другие духовные звери. В противном случае это действительно было бы очень желанным сокровищем для меня. Хань Ли оторвал взгляд от яйца и удивленно щелкнул языком. Эксцентрик Сюй слегка запнулся, услышав это, прежде чем улыбнуться, когда он сказал: «Я виноват в том, что не учел этого. С твоим нынешним уровнем культивации вполне естественно, что ты уже вырастил собственных духовных зверей. Все в порядке, можешь смотреть другие сокровища». Хань Ли кивнул, а затем закрыть нефритовую коробку крышкой и осторожно подбросить ее вперед. Вспышка лазурного света немедленно вырвалась из его рукава, устойчиво неся нефритовую коробку на стол, прежде чем подбросить к нему еще одну нефритовую коробку. Хань Ли поднял руку, и вторая нефритовая шкатулка упала ему в руки. Время шло медленно, и примерно через 15 минут Хань Ли увидел большинство сокровищ, извлеченных эксцентриком Сюй. Большинство из них содержало редкие материалы, а также одно или два могущественных сокровища, а также даже пузырек с таблетками для усиления уровня культивации для существ на стадии пространственного закаливания. Все эти предметы были чрезвычайно ценными, и они даже превосходили многие аукционные предметы, проданные во время аукциона 4 раз. Однако никому из них не удалось поймать взгляд Ханли, и он просто осмотрел их одного за другим со слабой улыбкой на лице, прежде чем убрать их. После того, как он оценил предмет в последней нефритовой коробке и снова поставил его, выражение эксцентрика Сюй стало немного напряженным. Он не мог не спросить: «Разве ни один из этих предметов не интересовал тебя, брат Хань?» Честно говоря, все это действительно чрезвычайно ценные предметы. В частности, яйцо этой первопламенной бабочки было бы бесценным сокровищем для других даосистов, использующих техники культивации огня. Если бы ты продал их на аукционе, они определенно смогли собрать более 10 миллионов духовных камней каждый. Однако для меня они... Хань Ли покорно покачал головой, и его голос затих на середине предложения. Глава 1672. Пламя металлической эссенции. Несмотря на то, что Хань Ли не закончил фразу, эксцентрик Сюй, естественно, понял невысказанные последствия, и его брови нахмурились, когда он спросил: «Почему бы тебе не сказать мне, какое сокровище ты хочешь в обмен на твое одноразовое сокровище? Даже если у меня его нет, у меня много знакомых, и я могу попробовать найти его для тебя». Услышав это, Хань Ли замолчал. Естественно, были вещи, которые он хотел. Не считая прочего, просто те редкие материалы, которые просил Цин Юаньцзы, составляли довольно обширный список. Однако именно из-за этого он затруднялся сформулировать какие-либо термины. Если бы он использовал эссенцию истинного Кирина для обмена только на несколько материалов из списка, это, естественно, не стоило бы того. Однако, если бы он попросил взамен слишком много материалов, эксцентрик Сюй, скорее всего, придерживался бы мнения, что Хань Ли просто пытался использовать его в своих интересах и, по сути, нажил себе врага без уважительной причины. В конце концов, только он знал о ценности эссенции истинного Кирина, но это не было чем-то, что он мог раскрыть эксцентрику Сюй, что привело к затруднительному положению. «Брат Сюй, все предметы, которые мне нужны, чрезвычайно редки, и даже ты не сможешь их получить, поэтому нет смысла раскрывать их. Что касается того, могу ли я воспроизвести это явление для тебя?» Хань Ли спустил слабый вздох с нерешительным выражением лица. Выражение эксцентрика Сюэ еще больше потемнело при виде нерешительного выражения лица Хань Ли. Он взглянул на мальчика позади него, затем, стиснув зубы, вытащил синюю нефритовую коробку и сказал: «Хочешь взглянуть на этот предмет? Он даже более ценен, чем все другие предметы, которые я показывал тебе».
Один из старейших в нашей облачной расе также требует этот предмет, и я хотел предложить его ему в обмен на некоторые преимущества, но будущее моего младшего приоритетнее. Я уверен, что даже если этот предмет не то, что ты ищешь, он, по крайней мере, равноценен одноразовому сокровищу, которым ты обладаешь. Хань Ли совсем не удивился, увидев, что эксцентрик Сюй что-то скрывает в запасе. Если бы он был на месте эксцентрика Сюй, он бы взял с собой самый ценный предмет, который мог предложить. Что касается истории о том, как он планировал передать этот предмет одному из старейших представителей своей расы, это, скорее всего, неправда, и Хань Ли, естественно, не собирался воспринимать это всерьез. Таким образом, он кивнул в ответ и взял синюю нефритовую шкатулку. Как только его пальцы коснулись коробки, странное ощущение холода внезапно пробежало по всему его телу, и его сердце в ответ содрогнулось от шока. Он не знал, из какого духовного нефрита была сделана эта шкатулка, но она была даже холоднее, чем высший нефрит. Таким образом, Хань Ли был довольно заинтригован и медленно снял крышку коробки, и золотой свет вспыхнул, и показалось содержимое коробки. Это был кусок малинового металла размером с кулак, излучающий мерцающий золотой свет. Намек на недоумение промелькнул в глазах Хань Ли, как только он увидел предмет, как будто ему удалось его идентифицировать, но он все еще, казалось, не верил. Внезапно Хань Ли перевернул руку, и короткий белый меч появился в его руке среди вспышки духовного света. Длина меча составляла всего полфута, он мерцал холодным светом, но совершенно очевидно, что это было обычное сокровище. Хань Ли щелкнул запястьем, и меч немедленно выстрелил в нефритовый ящик, в мгновение ока поразив кусок алого металла. Затем последовала удивительная сцена. В тот момент, когда острие меча соприкоснулось с куском малинового металла, оно беззвучно расплавилось, как горящая свеча, а затем исчезло в небытие в мгновение ока. Пламенная металлическая эссенция. Воскликнул Хань Ли через слегка пересохшее горло. Ты, конечно, достаточно хорошо осведомлен, господин даосист Хань. Это пламенная металлическая эссенция — высокоранговый материал для закаливания сокровищ с элементом огня. И если бы ты добавил хотя бы крошечную ее часть в обычное сокровище, это в сокровище бы преобладали силы элемента огня. Независимо от того, насколько драгоценно твое одноразовое сокровище, я уверен, что этого предмета будет достаточно, чтобы обменять на него, медленным голосом сказал эксцентрик Сюй, оценивая синюю нефритовую шкатулку в руке Хань Ли. Недоумение постепенно исчезло в глазах Хань Ли, и он внезапно улыбнулся, сказав: «Мне действительно нужна эта пламенная металлическая эссенция, но я, естественно, также осознаю, насколько она драгоценна. Как насчет этого? Чтобы воспроизвести это явление для тебя, я также добавлю 5 миллионов духовных камней». Эксцентрик Сюй изначально был очень удручен тем, что ему пришлось расстаться с этим драгоценным сокровищем, но после того, как он услышал предложение Хань Ли, его лицо слегка смягчилось, и он кивнул, когда он ответил: «Хорошо, так и сделаем». Для него пламенная металлическая эссенция действительно была чрезвычайно ценной, но она все равно не могла сравниться с будущим своего потомка, на которого он возлагал такие большие надежды. Таким образом, Хань Ли перевернул руку, чтобы убрать синюю нефритовую шкатулку, и эксцентрик Сюй начал: «А теперь о явлении. Будь уверен, брат Сюй, сначала возьми этот мешок духовных камней, а затем отправляйся на вершину этой духовной горы. Я немедленно выпущу сокровище, чтобы вызвать это явление, и все, что тебе нужно сделать, это подождать и собрать урожай первозданной мирской ци, как только она появится», объяснил Хань Ли с улыбкой и провел рукой по своему браслету для хранения, доставая кожаный мешочек с камнями духов, который он бросил эксцентрику Сюй. Эксцентрик Сюй явно не ожидал, что Хань Ли так быстро выполнит свою задачу, и он слегка дрогнул, рефлекторно поймав сумку, затем немедленно поднялся на ноги в приподнятом настроении. «Хорошо, тогда я буду ждать на вершине горы». Таким образом, он поспешно удалился вместе с потомком, полетев на гору. После того, как эти двое покинули его пещерную резиденцию, и Хань Ли больше не мог сдерживать своего волнения, поскольку на его лице появилась легкая улыбка. «Не думал, что получу пламенную металлическую эссенцию так быстро. В дополнение к кристаллическим золотым насекомым и кровавому фрукту я собрал все основные материалы,
необходимые для воплощения моей проекции первозданного истинного дьявола. Все, что мне нужно сделать, это собрать некоторые второстепенные материалы, и я смогу проявить существенное тело для моей проекции, пробормотал Хань Ли про себя с ярким блеском в глазах. После этого процесс был довольно простым. Хань Ли снова выпустил зверя плачущей души, а затем извлек из его тела еще одну частицу эссенции истинного Кирина, а затем намеренно стал обрабатывать ее своим зарождающимся пламенем. Таким образом, произошел тот же взрыв, и частица прорвалась через потолок его резиденции, а затем снова вызвала тот же удивительный феномен, притягивая к себе всю первозданную мирскую ци поблизости. Эксцентрик Сюй был уже хорошо подготовлен и сразу же схватил алую тыкву, свисающую с его талии, швырнул ее в воздух, и тыква превратилась в огненного змея. Спустя всего несколько мгновений вся первозданная мирская ци над горой духов была поглощена огненным змеем, и весь процесс был даже быстрее, чем в прошлый раз. Таким образом, немногие культиваторы, живущие на горе духов, были предупреждены об этом явлении. После этого эксцентрик Сюй превратил огненного змея обратно в свою малиновую тыкву, а затем в приподнятом настроении отвел мальчика обратно в его пещерную резиденцию. Наблюдая за всем этим через медное зеркало в холле своего пещерного жилища, Хань Ли улыбнулся, когда он прекратил свою секретную технику, а затем сразу убрал зеркало. После этого он дал кукле несколько инструкций, используя свое духовное чутье, а затем снова покинул резиденцию. По этому случаю Хань Ли посетил несколько крупных магазинов материалов в облачном городе, потратив огромное количество духовных камней на покупку более 30 видов различных материалов, прежде чем, наконец, вернуться в свою пещерную резиденцию. К счастью для него, облачный город был одним из немногих супергородов на территории 13 небесных облачных рас. В противном случае он, возможно, не смог бы найти некоторые из самых редких материалов, которые ему требовались, если бы он был в другом городе. Через полмесяца после того, как Хань Ли снова ушел в уединение в своей пещерной резиденции, в облачном городе произошло важное событие. В результате оборона города была еще более усилена, и для патрулирования города было задействовано почти вдвое больше людей, чем раньше. В городе были даже недавно прибывшие посторонние, которых выследили некие загадочные личности, и в отношении этих посторонних было проведено чрезвычайно тщательное расследование. Некоторые из посторонних, которых считали чрезмерно подозрительными, таинственным образом исчезли с лица этого мира. В очень секретном зале облачного города около дюжины важных фигур сидели в 2 ряда на 2 деревянных скамьях. Среди этих людей были такие, которые были знакомы Хань Ли, такие как 3 старейшины древней звездной расы, Цай Люин из кристаллической расы и Дуань Тиньжэнь из расы каменных коконов. Все остальные были существами, которых Хань Ли никогда раньше не встречал, но духовное давление, исходящее из их тел, указывало на то, что они были существами того же ранга, что и Цань Ци Цзы. Все эти прославленные существа ранга святой расы собрались с торжественными и осторожными выражениями на лицах, в то время как мужчина и женщина сидели в самом центре зала. Мужчина был одет в белую мантию и выглядел примерно 28 лет, в то время как у женщины была голова с золотыми волосами, но лицо было настолько морщинистым, что казалось, что она едва могла держать глаза открытыми. Если бы Хань Ли присутствовал на месте происшествия, он бы не обратил особого внимания на пожилую женщину, но он, безусловно, был бы очень встревожен видом молодого человека в белом. Это был никто иной, как культиватор Великого Вознесения с фамилией Вен, появившийся на последнем аукционе 4 рас. В этот момент молодой человек выглядел громоподобным, и от его тела исходила угрожающая аура. Прошло так много дней, но всем вам все еще не удалось найти лазутчика из расы Цзяочи. Похоже, что разведчик уже сбежал из облачного города или скрывается где-то, что выходит за рамки нашего поиска. Господин Даосист Бай, в последнее время твоя раса водяных призраков всегда отвечала за эту область, что скажешь? Внезапно холодным голосом спросил молодой человек в белом. Человек, которого он допрашивал, был мужчиной в парчевой мантии с седой головой, но с молодыми чертами лица. Выражение его лица слегка мрачилось, когда он услышал этот вопрос, но он все же поспешно поднялся на ноги, сложил кулак в знак приветствия и ответил: «Старший Вень, мы уже задействовали всех существ нашей расы, которые владеют поисковыми техниками, и исследовали всех подозрительных существ, которые прибыли в наш облачный город за последние 6 месяцев.
В ходе процесса мы даже отсеяли сотни шпионов, которые были посажены в нашем облачном городе от различных других рас, но мы до сих пор не смог найти ту расу Цзяочи, которая проникла в наш зал заклинания. Я думаю, что разведчик, скорее всего, уже покинул облачный город. В противном случае он не смог бы избежать такого исчерпывающего расследования. Глава 1673. Старая госпожа Ша. Это не обязательно так. Возможно, этот лазутчик очень искусен в техниках маскировки, и ты, возможно, уже невольно освободил их, равнодушно заметила фигура, окутанная серым светом. Нашей расе водяных призраков может не хватать боевого мастерства и силы по сравнению с другими расами, но наш опыт в методах маскировки определенно один из лучших во всех 13 расах. Если ты думаешь, что твоя раса инских демонов может добиться большего успеха, тогда я, естественно, буду счастлив передать эту обязанность тебе, брат Цанинь, резко ответил седовласый собеседник. Я говорю это как простое предположение. Наша раса инских демонов не подходит для этой задачи больше, чем ваша раса водяных призраков. Серая фигура небрежно усмехнулась. Холодный свет вспыхнул в глазах седовласого человека, и он как раз собирался сказать что-то еще, когда молодой человек в белом вставил: «Ладно, хватит вам». Нет никакого шанса, что лазутчик из расы Цзяочи смог сбежать. После того, как я обнаружил, что эта вещь была украдена, я немедленно отдал приказ закрыть все выезды из города. В течение последних нескольких дней никому не разрешали покидать город, так что ни один комар мог вылететь из облачного города. Вдобавок ко всему, по словам одного из охранников, раненых шпионом, это существо находилось только на стадии пространственного закаливания, поэтому маловероятно, что они могли обмануть господина Даосиста Бая и его подчиненные. В этом случае это указывает на то, что разведчик, скорее всего, находился в нашем облачном городе в течение длительного времени. Таким образом, мы должны расследовать подозрительные цели, которые вошли в город даже более 6 месяцев назад. Услышав это, и седой, и серая фигура немедленно послушно замолчали. Если это действительно так, тогда все станет довольно неприятно. Если мы начнем расследование всех подозрительных существ, которым было позволено войти в город еще более полугода назад, их просто слишком много, чтобы исследовать их. Если все посторонние начнут паниковать, осознав, что мы делаем, это принесет нам еще больше неприятностей, внезапно сказал Цан Цзы, откашлявшись. Это возможно, и это также то, что меня больше всего беспокоит. Однако этот лазутчик украл чертежи ограничивающей формации, которую мы только что установили во всем облачном городе, поэтому мы не можем позволить им сбежать. В противном случае, если армия расы Цзяочи достигнет нашего города, это ограничение будет практически бесполезно против них, ответил молодой человек в белом. Это очень серьезное беспокойство, старший Вэн. Пока разведчик из расы Цзяочи остается в городе, мы, естественно, не можем позволить ему уйти. Однако, если мы действительно проведем исчерпывающее расследование, мы, возможно, сможем оставить его месяц или два без проблем, но если этот лазутчик решит играть в выжидательную игру и прячется где-нибудь в городе в течение многих лет, мы не можем позволить себе продолжать это вечно, мрачным голосом сказал пожилой мужчина с длинной черной бородой. Значит, у тебя есть идея, которую ты хотел бы предложить, господин Даосист Нин? Спросил человек в белом. У меня нет никаких ценных идей, которые я могу предложить, но у нас здесь есть фея Цай, не так ли? Уверен, что с интеллектом и талантами феи Цай она сможет легко найти решение. Пожилой мужчина поспешно замахал руками в ответ, прежде чем внезапно выставить Цай Люин в центр внимания. Глаза Цай Люин вспыхнули, услышав это, и она улыбнулась, когда сказала: «Конечно, ты шутишь, брат Нин. Со старшим Веном и горной госпожой Ша здесь нет места моим маленьким трюкам. Я могу только сделать все возможное, чтобы выполнить свою миссию. Госпожа Цай, сейчас не время для скромности. Я хочу услышать, какие идеи ты можешь предложить, как старейшина кристаллической расы», серьезно настаивал мужчина в белом. Брови Цай Люин слегка нахмурились, но затем она быстро вернулась к своему нормальному выражению, когда она поднялась на ноги,
затем поклонилась каждому из двух существ, сидящих в центре зала. В таком случае я сделаю все возможное, чтобы предложить решение. Хорошо, пожалуйста, фея Цай. Уверен, что ты нас не разочаруешь, госпожа Цай. Все присутствующие улыбались и ободряли. Оказалось, что даже несмотря на то, что у Цай Люин была одна из самых низких уровней культивации среди всех присутствующих существ, она казалась довольно популярной и влиятельной фигурой. Даже пожилая женщина с почти полузакрытыми глазами открыла глаза немного шире, оценивая Цай Люин. Мужчина в белом, сидящий рядом с ней, тоже смотрел на Цай Люин выжидательным взглядом. Осмотрев всех собравшихся в зале, Цай Люин сказала: «На мой взгляд, не стоит тратить все наши ресурсы на проведение исчерпывающего и длительного расследования. Вместо этого мы должны расставить ловушку, чтобы выманить лазутчика». «Какую ловушку ты предлагаешь?» — спросил человек в белом. Цай Люин ответила: «Независимо от того, какой метод использует разведчик, чтобы попытаться сбежать, похоже, будет довольно сложно поймать их за короткое время. Поэтому я предлагаю провести исчерпывающее расследование в течение месяца и делать все, что в наших силах для поиска лазутчика. Если мы поймаем его в течение этого времени, то это будет идеальным вариантом. Однако, если мы не сделаем этого, мы можем постепенно выводить ресурсы из поиска, тем самым создавая впечатление, мы сдаемся и признаем, что не поймем лазутчика, но на самом деле мы направим больше людей к 4 городским воротам, где они будут проводить расследование из тени. Вдобавок к этому, я предлагаю организовать группу элитных людей, которые продолжат тайное расследование подозрительных существ, покидающих облачный город в предстоящий период. В этом случае, если лазутчик спешит доставить чертежи обратно в рассуд Сяочи, он обязательно попадет в нашу ловушку. Напротив, если он планирует и дальше скрываться в городе, уверен, что, как только станет очевидно, что мы прекращаем поиск, он постепенно успокоится, и это будет их крахом. Это действительно хорошая идея, но что, если этот разведчик чрезвычайно искусен в методах маскировки и ему удастся обойти наше расследование после того, как мы откроем 4 городских ворот? Разве мы не подставим себя и не позволим им сбежать? Мужчина в белом сначала кивнул в ответ, но затем быстро покачал головой. Все остальные думали, что план Цай Люин был неплохим, но теперь, когда человек в белом выражал иное мнение, все снова сомневались. Хе-хе, на самом деле я раскрыл только половину плана, старший Вен. Думаю, тебе будет интересно услышать вторую половину моего плана, сказала Цай Люин с улыбкой. Затем ее губы начали слегка шевелиться, но она не издала звуков, и было совершенно очевидно, что она передавала свой голос прямо мужчине в белом. Первоначально мужчина был несколько озадачен этим, но, послушав некоторое время, на его лице появился намек на удивление, которое затем быстро превратилось в восторг. Только примерно через 10 минут Цай Люин наконец прекратила передачу голоса. Это правда. Мужчина в белом глубоко вздохнул и пристально взглянул на Цан Ци Цзы. «Я бы не посмела пошутить по поводу такого важного вопроса», ответила Цай Люин с серьезным выражением лица. У всех присутствующих существ ранга святой расы были разные выражения, когда они взглянули друг на друга после таинственного обмена мнениями между Цай Люин и человеком в белом. Однако все они были достаточно умны, чтобы не спрашивать о содержании голосовой передачи. В этом случае я определенно убежден. Госпожа Ша, я уверена, что вы только что слышали передачу голоса госпожи Цай. Что скажете? Мужчина в белом внезапно вежливо повернулся к стоявшей рядом пожилой женщине. У меня нет возражений. Я просто старая женщина, которая устала думать. Все, за что я отвечаю, это помощь, когда мы сталкиваемся с врагами, которые слишком сильны для этих маленьких парней. Я не собираюсь обращать внимание ни на что другое, и у меня нет сил на это. Раз вы придумали план, я вернусь отдыхать. Господин Даосист Вэнь, вы можете принимать все решения, которые возникают отсюда и далее, слабым голосом сказала старуха, неуверенно поднявшись на ноги. Услышав это, на лице человека в белом появилась кривая улыбка. Однако прежде, чем он успел сказать что-нибудь еще, женщина уже ушла, и она действительно ушла, как и обещала.
Все остальные присутствующие, естественно, были слегка озадачены, увидев это. Эта пожилая женщина всегда была чрезвычайно загадочной. Все они знали, что она была существом на стадии Великого Вознесения, но никто не знал, какой из 13 рас она принадлежала и какие способности она развела, чтобы перейти на стадию Великого Вознесения. По некоторым слухам, она была самой старой из всех нынешних существ в стадии Великого Вознесения в 13 расах, и стоит сказать, что она жила невообразимо долго. По крайней мере, все культиваторы знали о ее существовании много лет. Таким образом, даже при том, что она казалась хрупкой старухой, которую мог унести сильный ветер, даже мужчина в белом считал ее старшей, поэтому все остальные присутствующие, естественно, относились к ней с величайшим уважением. После того, как старуха, наконец, выбралась из холла, человек в белом смиренно вздохнул и отвел взгляд. После короткой паузы мужчина в белом решительно объявил: «Поскольку госпожа Ша уже ушла, и обсуждать этот вопрос особо нечего, мы все сделаем так, как говорит госпожа Цай. Господин Даосист Бай, оставляю это на вас двоих. Все остальные, вы должны сотрудничать с ними двумя в меру своих возможностей». Естественно, что все в зале согласились с такой договоренностью. Хорошо, давайте теперь обсудим вопросы, связанные с огромной ледяной областью. Цань Цзи, ты можешь рассказать об этом всем? Мужчина в белом внезапно сменил тему. Выражения лиц всех немного изменились, услышав слова «огромная ледяная область». Некоторые из наиболее нетерпеливых существ спросили: «Что происходит, господин Даосист Цань? Неужели огромная ледяная область скоро откроется?» Тем временем Цай Люин и Дуань Тиньжэнь рефлекторно переглянулись, прежде чем сразу же отвлечься. Огромный ледяной аппарат в разумном зале нашей древней звездной расы проявил реакцию 2 дня назад, и, согласно прошлому опыту, это означает, что огромная ледяная область откроется через несколько месяцев до 3 или 4 лет, неторопливо объяснил Цань Цзи. Глава 1674. Гость. Он откроется так скоро. Это не лучшее время. По всему залу сразу же прокатился шум. Пространственные ледяные талисманы появились не так давно, так что это действительно довольно необычно, что огромный ледяной аппарат так быстро среагировал. Это также совпадает с вторжением расы Цзяочи, поэтому мы не будем в состоянии полностью сосредоточиться на подготовке к этому событию. Однако открытие огромной ледяной области — прекрасная возможность для рас со всего громового континента получить прирост силы, поэтому мы, естественно, не можем просто игнорировать его, поэтому мне нужно, чтобы каждый сформулировал план действий, сказал Цань Цисци с серьезным выражением лица. В самом деле, господин Даосист Цань, вторжение расы Цзяочи привлекло большую часть нашего внимания, но, к счастью, это не первый раз, когда мы должны готовиться к открытию огромной ледяной области, так что нет необходимости запаниковать, даже если это произойдет немного раньше, чем обычно, кивнул мужчина в белом. Если честно, то сможем ли мы получить много наград в огромной ледяной области, почти полностью зависит от удачи и потенциала наших младших. Все, что мы можем сделать, это определить состав, который должен войти туда, а затем создать формацию, необходимую для входа. В этот раз нашим 13 расам не удалось заполучить слишком много пространственных ледяных талисманов, а в нашем облачном городе их всего 2. Таким образом, нам нужно подготовить только 2 формации. О других пространственных ледяных талисманах, естественно, позаботятся другие, так что нам не нужно беспокоиться о них, вмешался плотный мужчина с черным, как уголь, телом. В самом деле. Тем не менее, в облачном городе много младших, кто находится на пике стадии пространственного закаливания, поэтому определить состав будет непросто. Чтобы помешать этому разведчику из расы Цзяочи сеять хаос в это время, мы должны убедиться, что обе транспортные формации чрезвычайно хорошо охраняются. Некоторые из присутствующих были в восторге, другие были обеспокоены, и все высказали свое мнение. Тем временем мужчина в белом просто слушал их обсуждение с улыбкой на лицах, а когда болтовня, наконец, утихла, он повернулся к Цай Люин и спросил: «Фея Цай, тебе есть что добавить?»
Цай Люин слегка дрогнула после того, как ее выделили, но затем она сразу же улыбнулась. Вы все уже подробно рассмотрели все вопросы, так что мне нечего добавить. После короткой паузы для размышлений человек в белом, наконец, принял решение. Хорошо, в таком случае мы подготовимся к открытию огромной ледяной области, как мы всегда делали это в прошлом. Что касается конкретного списка младших, которые будут отправлены в эту область, я оставлю это на усмотрение решать вам. Однако все выбранные существа должны быть по крайней мере на поздней стадии пространственного закаливания, и мы должны задействовать в 3 раза больше людей, чем раньше для охраны транспортных формаций. Область в радиусе 5 километров вокруг 2 формаций будет изолирована как зона ограниченного доступа, в которую запрещен вход посторонним лицам. Только древняя звездная раса знает, как создавать формации, поэтому я оставлю это тебя, господин Даосист Цань. Цань Цзицзы и 2 старейшины мириад древних рас, стоявшие рядом с ним, естественно поклонились и приняли эти приказы. Затем у человека в белом внезапно возникла мысль, и он спросил: «Кстати, ты выбрал кандидатов для активации пространственных ледяных талисманов?» «Один из кандидатов уже выбран, но другой талисман уже активирован», ответил Цань Цзицзы после короткой нерешительной паузы. Если я правильно помню, все кандидаты, выбранные для активации пространственных ледяных талисманов, отбираются путем тщательного отбора, и талисманы активируются только на пороге открытия огромной ледяной области. Так почему талисман был активирован так рано? Услышав это, лицо человека в белом потемнело. «Пожалуйста, простите меня, старший. Ситуация с этим пространственным ледяным талисманом довольно особенная, и он уже был активирован к тому времени, когда мы получили его. Вот что произошло». Таким образом, Цань Цзицзы подробно рассказал о том, что произошло с Ханьли. Понятно. Значит, это существо не из облачного города. На самом деле, он даже не с нашего континента, предположил человек в белом с удивленным выражением лица. В самом деле. Я также согласился позволить ему использовать транспортную суперформацию после его возвращения из огромной ледяной области, но он сам должен предоставить необходимые для этого духовные камни, правдиво ответил Цань Цзицзы. Выражение лица мужчины в белом вернулось к нормальному, прежде чем он продолжил. На самом деле это не проблема, но важно, чтобы ты убедился, что в нем нет ничего подозрительного. Будьте уверены, старший Вен, мы убедились, что с этим человеком нет проблем. Мы используем его только для того, чтобы отправить других в огромную ледяную область, и все это время он находился под нашим наблюдением, так что он не сможет сделать ничего, что может причинить нам вред. После того, как они войдут в огромную ледяную область, все они разделятся, так что не будет никаких проблем, уверенно заверил Цань Цзицзы. Поразмыслив над этим понятием в течение короткого времени, человек в белом также решил, что это не проблема, поэтому он кивнул и сказал: «Раз ты так в этом уверен, и пространственный ледяной талисман уже был активирован этим человеком, пусть так и будет. Когда придет время, скажите остальным, чтобы они вели за этим человеком больше наблюдения из тени». Цань Цзицзы, естественно, тоже принял это решение. После того, как 3 старейшин древней звездной расы заняли свое место, святое существо с темно-зеленой кожей встало и доложило: господин Даосист Лу и другие отправили информацию с линии фронта. Армия расы Цзяочи увеличилась в размерах, и среди них есть даже еще 5 или 6 существ ранга святого. Это событие застало нас врасплох, и 3 наших города уже были завоеваны, тем самым ставя нас на задний план. Похоже, что раса Цзяочи полностью намерена расширить масштабы этой войны. Отправьте 5 существ ранга святой расы и 1000 существ высшей расы из города на линию фронта прямо сейчас. Если они захотят обострить эту битву, мы будем рады ответить тем же. Холодно хмыкнул мужчина в белом. Да. После этого другие существа ранга святой расы также начали сообщать о некоторых важных делах. В конце концов, эта встреча между самыми могущественными существами облачного города длилась почти час. После его завершения все существа ранга святой расы немедленно отправились на приготовление. Тем временем Хань Ли все еще находился в уединении, усердно культивируя в своей пещерной резиденции. В определенный день, год спустя, Хань Ли внезапно вышел из своей резиденции и покинул облачный город.
Однако он загадочным образом вернулся в город всего через полдня, а затем снова вошел в свою секретную комнату. Время шло медленно, и 3 года пролетели в мгновение ика. Внутри секретной комнаты внутри жилища Хань Ли было довольно тускло освещенное пространство, но можно было разглядеть 3 человекоподобных фигуры. Одна из них сияла золотым светом, покрывая его кожу слоем золотой чешуи. У другого по всему телу хлынула черная ци, из-за чего невозможно было определить их истинный облик. Последняя фигура светилась пурпурным светом, но его кожа была удивительно зеленой. Все трое делали разные ручные печати, сидя совершенно неподвижно. Спустя неопределенный период времени золотая фигура внезапно зашевелилась и открыла глаза. 2 шара пронзительно-голубого света немедленно вырвались из его зрачков. Что происходит? Почему этот человек ищет меня? Может ли это быть? Пробормотала золотая фигура. Сразу после этого он взмахнул рукавом по воздуху, и шар белого света вырвался изнутри, зависнув в воздухе над ним. Вся секретная комната была немедленно освещена ярким белым светом, благодаря чему были видны 3 гуманоидные фигуры с высокой степенью ясности. Золотая фигура, сидящая посередине, была никем иным, как Хань Ли, и его брови были нахмурены, по-видимому, в глубокой задумчивости. Зеленокожее существо, излучающее пурпурный свет своим телом, было идентично Хань Ли по внешнему виду, и он с любопытством оценивал Хань Ли в его удивительно ясных глазах. В этот момент из облака черной ци раздался взрыв буддийских песнопений, который медленно рассеялся, открыв чудовищное существо с 3 головами и 6 руками. Чудовищное существо было около 20 футов в высоту, и его тело также сияло золотым светом. У 2 его лиц были чрезвычайно четкие черты лица, в то время как последнее лицо было полностью лишено всех черт, вызывая у смотрящего ужасное ощущение. В этот момент золотой гигант внезапно открыл глаза на своих лицах, и его зрачки были подобны паре черных дыр, которые угрожали засосать душу смотрящего. «Гость прибыл. Вы двое можете продолжать культивировать, пока я выйду встречать нашего гостя», проинструктировал Хань Ли перед тем, как полететь к стене в виде полоски золотого света. Полоска света исчезла в стене в мгновение ика, а через несколько мгновений лазурный свет вспыхнул из каменной двери пещерного жилища, которая затем медленно распахнулась, когда Хань Ли вышел спокойно и собрано. Хань Ли отдает дань уважения старейшине Цай. «Могу я спросить, почему вы решили посетить мою скромную обитель?» Хань Ли приветствовал его почтительным поклоном. Гостей, стоявшей снаружи, была стройная и элегантная женщина. Это была никто иная, как Цай Люин из кристаллической расы. «Разве мне здесь не рады, господин даосист Хань?» С улыбкой спросила Цай Люин. «Конечно, рады, старейшина Цай. Для меня большая честь, что вы решили посетить. Могу я спросить, а кто эта госпожа?» Хань Ли усмехнулся и перевел взгляд на женщину, стоящую позади Цай Люин. Похоже, она тоже была женщиной с великолепной фигурой, но на голове у нее был белый капюшон, а черты лица были скрыты шаром кристального света. «Это моя новая ученица», — очень кратко объяснил Цай Люин. Женщина также молча кивнула, подтверждая это. Естественно, было бы неразумно со стороны Хань Ли задавать дополнительные вопросы, поэтому он мог только пригласить двоих в свою пещерную обитель. Таким образом, вскоре после этого все трое сидели в зале его пещерную резиденцию. Марионетка немедленно прибыла по просьбе Хань Ли, чтобы предложить несколько духовных фруктов и несколько чашек духовного чая. Цай Люин была очень заинтригована, сделав глоток из духовного чая, после чего в ее глазах вспыхнул намек на удивление. Какая мощная духовная ци! Эти чайные листья, кажется, произошли от чайного дерева, которому более 1000 лет. Вдобавок, само чайное дерево также кажется редкой породы. В этом случае такой духовный чай будет трудно найти даже в облачном городе, похвалила Цай Люин, сделав еще несколько глотков. Если вам нравится этот чай, у меня есть еще немного этих чайных листьев, и я могу дать их все вам, госпожа, сказал Хань Ли с улыбкой и провел рукавом по столу, на котором появилась белая коробка. В таком случае, если ты не против, и я возьму. Я действительно покорена этим чаем, усмехнулась Цай Люин.
Глава 1675. Комбинированная секретная техника. Говоря это, она подняла руку, схватив нефритовую шкатулку, та исчезла в мгновение ика. Хань Ли улыбнулся, увидев это, и начал обсуждать некоторые вопросы, связанные с культивацией, с Цай Люин, казалось, совершенно не заинтересованным в выяснении цели ее визита. Цай Люин улыбнулась, увидев это, а также обсудила с Хань Ли некоторые несущественные темы. Таким образом, прошло 2 полных часа, но они все еще были вовлечены в оживленную беседу, и казалось, что они могут поболтать еще 2 часа. Однако женщина в белом капюшоне начинала проявлять нетерпение. Она непрерывно переводила взгляд между Хань Ли и Цай Люин и начинала нервничать. Брови Цай Люин слегка нахмурились, когда она увидела это, но затем улыбка снова появилась на ее лице, когда она сказала: «Господин даосист Хань, прошло всего несколько лет с тех пор, как я видел тебя в последний раз, но с тех пор ты стал намного терпеливее. Даже по прошествии этого времени ты все еще не спросил меня о цели моего визита. Неужели ты освоил какую-то особую секретную технику или недавно испытали всплеск уровня культивации?» «Конечно, вы шутите, старшая. У меня нет терпения, чтобы говорить. Просто я, естественно, не осмелился бы спросить о цели вашего визита, прежде чем вы решите сказать мне», — уважительно ответил Хань Ли. «Похоже, я ошиблась. Однако, надеюсь, ты уже догадался, почему я пришла сюда сегодня», — сказала Цай Люин с беспечной улыбкой. «Я подозреваю, что ваш визит имеет какое-то отношение к огромной ледяной области, старшая», — честно ответил Хань Ли. «Хе-хе, как и ожидалось, ты попал в самую точку, господин даосист Хань. Вот почему я нанес тебе визит со своей ученицей в сопровождении, и я уверен, что господин даосист Дуань тоже придет навестить тебя с кем-нибудь в ближайшее время», — усмехнулась Цай Люин в ответ. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся и бросил взгляд на женщину в капюшоне с намеком на удивление в глазах. «В таком случае, может быть, ваша ученица?» «Верно, моя ученица — одно из существ, обладающих закаленным телом, о котором мы говорили в прошлый раз», — подтвердила Цай Люин. «Если я правильно помню, разве вы не говорили, что этот человек должен быть приглашенным представителем вашей расы? Как она вдруг стала вашей ученицей?» Удивленно спросил Хань Ли. «Что в этом такого странного?» «Я уже говорил ранее, что это моя новая ученица», — с улыбкой ответил Цай Люин. «Понятно. Прошу прощения за свою глупость», — сказал Хань Ли с кривой улыбкой. «Как вы думаете, я принял этого ученика только из-за проблем, связанных с обширным ледниковым царством?» Внезапно спросила Кейл Люин с многозначительным взглядом в глазах. «Я бы не посмел так думать». Услышав это, выражение лица Хань Ли резко изменилось. «Это нормально, даже если ты так думаешь. Однако я могу заверить тебя, что моя ученица была полностью готова принять меня как своего мастера, и я никоим образом не принуждала ее к этому», — беспечно сказала Цай Люин. «Я действительно искренне желала стать ученицей своего мастера», — женщина в капюшоне наконец заговорила. Ее голос был немного низким, но завораживающим, и его приятно было слушать. Услышав это, на лице Хань Ли появилось застенчивое выражение, и он смог только неловко улыбнуться. «Цель моего визита на самом деле очень проста. Я бы хотела, чтобы ты познакомился с моей ученицей. Когда вы войдете в огромную ледяную область, вам двоим придется работать вместе», — медленно сказала Цай Люин. «Означает ли это, что огромная ледяная область скоро откроется?» — спросил Хань Ли. «Верно. Если не случится ничего неожиданного, огромная ледяная область должна открыться через месяц», — ответила Цай Люин, и ее улыбка исчезла. «Месяц? Так скоро?» Хань Ли был очень удивлен, услышав это. «Есть какие-то дела, которыми ты еще не закончил заниматься, господин даосист Хань?» — спросила Цай Люин. «Нет, просто, если бы у меня было еще несколько десятилетий, я, возможно, смог бы поднять свой уровень культивации до пика 7-го уровня. Возможно, тогда я смог бы использовать обильную духовную ци в огромной ледяной области, чтобы совершить прорыв», — покорно вздохнул Хань Ли. «Это действительно упущенная возможность.
Однако с твоим нынешним уровнем культивации не будет слишком сложно преодолеть узкое место. Вдобавок к этому, брат Сю и я уже пообещали тебе много преимуществ, так что ты должен научиться довольствовать тем, что имеешь», — равнодушно сказала Цай Люин. Сердце Хань Ли заколебалось, услышав это, но он все же заставил себя ответить с улыбкой на лице. «Будьте уверены, старшая, даже если бы я хотел воздержаться от входа в огромную ледяную область, старейшина Цань Цзи определенно не позволил бы этого». «Хорошо, что ты это понимаешь. Помимо того, что я представила тебе мою ученицу, я бы хотела обсудить с тобой еще кое-что. Огромная ледяная область и эти ограниченные руины чрезвычайно опасны, поэтому ты должен подготовить некоторые сокровища до путешествия». Цай Люин, кивнув, сменила тему. Хань Ли был очень обрадован, услышав это, и серьезно сказал: «Пожалуйста, просветите меня, старшая». Цай Люин с удовлетворением кивнул, увидев это, прежде чем продолжить. «Я не собираюсь рассказывать тебе об основных аспектах, на которые стоит обратить внимание в огромной ледяной области. Хотя тебя уведомят до начала, я хочу рассказать тебе о некоторых открытиях, которые я почерпнула из своего прошлого путешествия в огромную ледяную область, а также о некоторых опасностях, которые можно легко упустить из виду. Во-первых, после входа в огромную ледяную область лучше избегать регионов, в которых очень жарко или очень холодно. Эти места либо населены могущественными чудовищами, либо там установлены чрезвычайно мощные ограничения. С твоим уровнем культивации путешествия в эти регионы почти наверняка приведет к верной смерти. Во-вторых, если ты столкнешься с... Таким образом, Цай Люин передала свои переживания серьезным выражением лица, и Хань Ли и ее ученица внимательно слушали. В конце концов, этот совет потенциально мог спасти им жизнь, поэтому они, конечно же, не осмелились его игнорировать. Наконец, помни, если ты увидишь странное багровое облако вдалеке, убегай как можно быстрее и удаляйся от него как можно дальше. Если ты будешь медлить хотя бы долю секунды, тебе конец. Что касается конкретной причины этого, я не буду подробно останавливаться на ней. Ты сам поймешь, если столкнешься с этим явлением. Хорошо, я сказала все, что нужно сказать. Ты ведь запомнил все это, господин даосист Хань? Спросила Цай Люин, повернувшись к Хань Ли. Да. Спасибо за раскрытие этой ценной информации, старшая, уважительно ответил Хань Ли. Хорошо. Я пришла сюда за этим, так что мне пора. В следующий раз мы встретимся, скорее всего, в тот день, когда откроется огромная ледяная область, с улыбкой сказал Цай Люин, поднимаясь на ноги. Ее ученица тоже последовала его примеру и тоже встала. Увидимся, старшая. Хань Ли, естественно, тоже поспешно поднялся на ноги, чтобы проводить их из своей резиденции. В этом нет необходимости. Моя ученица и я можем уйти сами. В противном случае могут возникнуть подозрения, если нас увидят вместе, ответила Цай Люин. Хорошо, тогда простите меня за то, что я не могу проводить вас, сказал Хань Ли с легким поклоном. Цай Люин кивнула и ушла со своей ученицей. Однако вдруг ей в голову пришла мысль, и она обернулась и сказала: «Какая глупость с моей стороны. Я чуть не забыла сказать тебе кое-что». Услышав это, Хань Ли слегка запнулся и сразу же спросил: «Что случилось, старшая?» «Возьми это и позаботься о безопасности. Здесь записана комбинационная секретная техника, и тебе лучше запомнить ее, прежде чем ты отправишься в огромную ледяную область. После того, как вы трое телепортируетесь туда, не торопитесь немедленно отправляться в путь. Вместо этого попробуйте сначала эту секретную технику, которая объединяет вашу эссенцию божественного света в одну. Эта секретная техника не только необходима для снятия ограничений в этом месте, но и является мощным оружием, которое может использоваться против врагов. Я бы хотела, чтобы вы трое порепетировали это перед входом в огромную ледяную область, но существует вероятность, что секретный метод мог быть украден кем-то еще в облачном городе, поэтому вам придется порепетировать после входа в огромную ледяную область. Цай Люин подняла руку, говоря это, послав полоску белого света к Хань Ли. Хань Ли довольно удивленно сделал хватательное движение, чтобы привлечь белый свет к себе, а затем посмотрел вниз и обнаружил, что это была белая нефритовая пластинка.
Комбинированная секретная техника. Хань Ли пробормотал про себя, прежде чем любопытным образом проникнуть в него своим духовным чутьем. Он уже видел эту секретную технику раньше. Вообще говоря, они были разработаны для объединения сил многих существ для создания силы, превосходящей силу суммы участников, и это были очень редкие секретные техники. Через некоторое время Хань Ли забрал свое духовное чутье из нефритовой пластинки, но обнаружил, что Цай Люин и ее ученицы нигде не было видно. Хань Ли это не удивило, и он бесстрастно взмахнул рукавом. Вспышка яркого лазурного света сразу же излучалась из его тела, и он внезапно исчез. Несколько мгновений спустя в секретной комнате внезапно вспыхнул золотой свет, и Хань Ли снова появился из воздуха, бросив взгляд на чудовищное существо и зеленого Хань Ли, которые все еще находились в медитации. Однако они, похоже, тоже почувствовали его появление, и оба открыли глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Я хотел культивировать вас двоих дальше, прежде чем войду в огромную ледяную область, но, похоже, сейчас на это нет времени. Сначала мне нужно подготовить некоторые вещи и закалить гору экстремального слияния сущности для объединенной техники пяти крайностей, пробормотал Хань Ли про себя, прежде чем махнуть рукавом в сторону чудовища в секретной комнате. Полоска золотого света пронеслась вперед, и произошла невероятная сцена. Когда золотой свет упал на чудовище, из его тела внезапно раздался взрыв буддийских песнопений. Сразу после этого он распался на бесчисленное количество золотых рун разных размеров, а также на облако черной ци. Золотые руны вспыхнули и поглотили весь золотой свет в тело Хань Ли, в то время как черная ци поднялась, формируя черную как смоль зарождающуюся душу, которая была высотой в несколько дюймов. Это был никто иной, как вторая зарождающаяся душа Хань Ли, дьявольская зарождающаяся душа. В этот момент дьявольская зарождающаяся душа с улыбкой на лице облачился в костюм небесной дьявольской брони в миниатюрной форме.